В США нарастает угроза дефолта. В Америке на этот раз кирдык, все резко обеднеют и все развалится. Пусть канадцы и американцы приезжают лепрозорий. Туда-сюда, обратно, о боже, как приятно. 90-е с залоговыми акционами возвращается. А что, так можно было? Wildberries стал одним из крупнейших поставщиков санкций. Хавайте, что дают. Когда-нибудь в 2050 году жизнь наладится. Всем привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги, новости. И мне есть о чем вам сегодня рассказать. Россия отменила визовый режим с Грузией и разрешила полеты авиакомпаний и продажу туров в страну. Решение типа вступит 15 мая, да, и вот как бы все ждут его. Однако давайте разберемся в подробностях. Итак, президент Грузии против отмены виз и возобновления полетов, а премьер Грузии настаивает, что надо срочно это сделать. Премьер говорит одно, президент другое, Евросоюз, США возмущены, почему авиасообщения восстановили и так далее. Напомню, Грузия — это парламентская республика, и премьер имеет вес, а президент — это такая номинальная фигура. И вроде как поддержка премьера должна была пропихнуть вот эти вот прямые рейсы и так далее. Дело в том, что очень много наших соотечественников уехали в Грузию, и Грузия очень сильно сейчас получает экономический рост именно от взаимодействия с Россией, с россиянами и так далее. Если Грузия, а премьер там шарит фишку, да, сохранит и, да более того, поддержит эти экономические связи с Россией, Грузия продолжит экономический рост. Ну, давайте перечислю, какие бенефиты для России, если будет прямое авиасообщение. Первое. Конечно, очень много соотечественников наших живут сейчас в Грузии, а потом им будет просто удобнее. Они будут чаще приезжать в Россию, а может, кто-то и останется в России. Это раз. Второе. Те 3 оставшиеся самолета, они будут теперь летать в Грузию, потому что летать-то некуда, все аэропорты перекрыты. Теперь хотя бы в Грузию будут летать. Вот. А что поддержит авиаотрасль России? И авиаотрасль России сможет перестроиться, построить свои самолеты, там МС-21 давно обещает про новые самолеты. Ну, надеемся, что мы увидим наши новые самолеты, вот, дотянем до этого времени. Ну, еще ряд таких вот бенефитов. Поэтому на самом деле, ну, конечно же, было бы здорово, что если бы Грузия прямо настоятельно увеличила вот такую вот связанность экономическую с Россией, и эти перелеты были прямые. И я бы даже слетал в Грузию вот на выходные, на пару деньков. Ну вот давайте так, если все-таки введут сообщение, я этим летом, ну или вот осенью на крайняк обязательно приеду в Грузию, ребята, ждите. В Подмосковье построят деревню для желающих эмигрировать в Россию американцев и канадцев. Вот так вот. Лепрозорий — деревня, в которой будут созданы как бы все условия, как будто ты в Америке живешь, да? Ты такой приезжаешь, хоп, в деревню, и там вот, да, а вышел за забор, и вернулся обратно в эту деревню, говоришь, да, и уехал, да. Вот эта традиция строительства потемкинских деревень, да, ей уже много лет, больше 100 лет. Знаете, царь, когда приезжал на осмотр, значит, ну, покажите мне ваши деревни. Его привозили в такую деревню, в которой крестьяне в белых рубашечках, женщины такие все напомаженные, и все так хорошо, они так все ходят, песни поют, все хорошо. Но это была полностью бутафория. Вот. Ну и поэтому в Подмосковье на этот раз, продолжая вот эту вот добрую традицию потемкинских деревень, построить деревню для желающих эмигрировать в Россию американцев и канадцев. Пусть канадцы и американцы приезжают в эту деревню и, пожалуйста, в аэропорту встретьте этих американцев и канадцев, завяжите им глаза, чтобы они даже паспортный контроль не видели, понятно? Посадите их и приведите эту деревню, и только там снимите повязку, чтобы они не видели эти развалины по дороге, ничего не видели. Все, приеду на экскурсию в эту деревню, если меня пустят, приеду и с широко открытыми глазами посмотрю на это великолепие и построю такие деревни в каждом районе нашей необъятной матушки Руси. Я хочу, чтобы мы реально жили достойно, качественно и так далее, да, а не терпели вот это вот безобразие, понимаешь, непонятная необустроенность и так далее, эти покосившиеся избы по дороге из Москвы в Санкт-Петербург. Ну что это? Нам еще предстоит поработать над собой. И прежде всего надо начать, знаете что? Надо перестать пыль бросать в глаза. Если мы постоянно показываем вот эту вот бутафорщину, вот эти вот выставка достижений народного хозяйства и так далее, смотрите, как у нас хорошо. Да у нас все прекрасно на выставке.
А вы в натуре видели, как все на самом деле? А вы поезжайте. Да. Поэтому давайте так, конечно, на 100 предприятий в России на 20 уже неплохой уровень. Но на 20, а на других 80 развалины. Я хочу, чтобы на этих 80 тоже был достойный уровень. Тогда экономика России поднимется. И мы с вами к этому причастны и своими руками будем делать это. Wildberries заявили о выявленной мошеннической схеме, стоившей компании более 600 миллионов рублей. Таня Бакальчук звонила мне просто и говорила, ну просто в шоке, да, говорит, что же происходит, а я успокоил ее и сказал, я об этом расскажу на канале номер 1 про бизнес и деньги. И вот слушайте, что я раскопал. Короче, подробности. Итак, с января 2022 года неизвестные лица вносили изменения в базы данных компании с помощью вредоносного программного обеспечения, и продавцы некоторые, ну особо ушлые, да, пользовались услугами рекламы на площадке Wildberries, но не оплачивали их. Вот, короче, на 650 миллионов рублей украли. Wildberries раскопал эту схему и заблокировал вот у этих 300, значит, вот дельцов, значит, и личные кабинеты. Итого на этих кабинетах повисла сумма 2 миллиарда рублей. Чувствуете, какой асимметричный удар? 650 миллионов Wildberries украли, они лапу накладывают на 2 миллиарда. Крупнейшие санкции, то есть Wildberries стал одним из крупнейших поставщиков санкций. Понятно? Почти как Евросоюз по отношению к России. Вот Wildberries по отношению к своим продавцам. Ну, с другой стороны, я понимаю владельцев Wildberries. Вот. Фрода и мошенничества в интернете стало, ну, ужас как много. И дельцы постоянно придумывают новые схемы. Конечно, мне жалко, что среди этих 300 продавцов, скорее всего, окажется очень много добропорядочных продавцов, и их тоже заблокировали, лишили там заработка и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы быстрее разобрались с этим делом. И честных людей, вот, мало того, что выпустили, но принесли им и извинения. Вот. Поэтому, Таня Бакальчук, давайте быстрее наведите порядок, потому что очень уж важная площадка Wildberries для экономики России. Очень важная. Значит, 1 триллион рублей будет выручка Wildberries. Представляете, 1 триллион рублей — это все малые предприниматели, которые торгуют. Вы представляете, что будет, если Wildberries остановится? Вот, Надя, например, сидит здесь, она торгует на Wildberries. Представляете, что будет? Если Wildberries закроет, мне придется ей зарплату повышать. Нет, вот я говорю, насколько важен Wildberries и такие платформы, как там Озон, да, для экономики России. Однако, ну, все плохо с системой, то есть система молодая, много ошибок, посылки пропадают. Ну что греха таить, воруют, я сам знаю, ну, кучу проблем и так далее. Поэтому, ребята, терпите, терпите, пока не будет конкуренции для Wildberries, понимаете? Пока не будет Озон большой платформы, пока не будут еще какие-то платформы. Ну нужно объективно для России 3-4 таких платформы, как Wildberries, а пока один. Вот и все. Когда один, знаете что? Ну, сами знаете, РЖД один, Газпром один и так далее. Хавайте, что дают. Поэтому даешь еще 2-й, 3-й, 4-й Wildberries, и тогда заживем, и все будет хорошо. Кабинеты перестанут блокировать, да, всех мошенников выявим и так далее. Когда-нибудь в 2050 году жизнь наладится. Минфин заявил о необходимости большой приватизации в России. 90-е с залоговыми акционами возвращаются. Давайте разбираться вместе. Итак, в России должна состояться большая приватизация, но сперва надо понять, кому продавать. Ну, понятно, кому. Кому? Своим. Да, вот в 90-е годы все продали своим, самые лакомые кусочки, а все остальное, там, то, что никчемное, да, ну, раздали всем. Давайте посмотрим, что правительство хочет приватизировать. Об этом сказал Андрей Костин. Он сказал, что в первую очередь можно неконтрольные пакеты крупных компаний приватизировать. Транснефть, РЖД, Почта России и другие инфраструктурные компании. Скорее всего, вот эти все заявления ведутся на фоне следующего, что сейчас очень удобный момент, да, забрать крупные пакеты в руки неких, ну, таких вот крупных финансовых групп. То есть какой смысл, да, для повышения качества управления РЖД будет продать миноритарный пакет частникам? Никакого. Поэтому что принесет приватизация? Ничего. Это просто возможность переместить акции неких компаний, ну, в какие-то вот другие кошельки, не государственные. Я тоже поддерживаю большую приватизацию в России, но только совершенно другим образом. И в некотором смысле я не то что оппонирую этому предложению Костина, нет, я дополняю. Я говорю, смотрите, сейчас очень много компаний, которые отвратительно плохо управляются.
Именно потому, что это государственные компании, а интересы государства, ну, сосредоточены на чем? На стратегических, там, оборонных каких-то вещах и так далее. А компании, которые к этому не относятся, они как бы брошенки. Туда никто не смотрит. И поэтому мы вот мучаемся централизовать, то есть национализировать все, да, и дальше приватизировать. Смотрите, опять национализировать, опять приватизировать. И чё? Туда-сюда, обратно, о боже, как приятно. Неприятно. Эта ситуация в сексе приятна, да, а вот здесь в экономике неприятно. Поэтому туда-сюда дает разрушение экономики. Поэтому я на самом деле поддерживаю другой способ. Необходимо передавать объекты промышленности, предприятия, унитарные вот эти вот множественные предприятия частникам с концессиями. Отдается частникам так, чтобы частники не просто навели порядок, но, значит, 30 лет, например, поставляли какие-то услуги, ну, то есть отдал бы активы против контракта на выполнение услуг с помощью этого актива. Так делается во всем мире, и во всем мире вот эти вот концессии очень распространенное явление, но только не в России. Ну, я думаю, мы до этого дойдем лет через 10-15, все равно дойдем, не мытьем, так катанем, потому что без такого подхода невозможна здравая экономика в России. В США нарастает угроза дефолта. Почему? Правительство США уже давно живет в долг, и все думают, ну когда же уже Америка грохнется? Да, когда долг, я помню, был 3 триллиона, все говорят, ну вот уже скоро, потом был 10, и все говорят, ну вот уже точно, теперь 30. И все опять твердят, что ну на этот раз уже точно скоро. Суть вопроса следующая. Значит, если Америка не будет повышать свой госдолг, то будет дефицит. Дело в том, что весь американский бюджет уже, ну там, лет 30 создан так, что он не живет без того, чтобы наращивать дефицит. То есть, грубо говоря, вся Америка живет за счет вот так всего мира, если так по-простому. Ну, то есть Америка выпускает долговые бумаги, и весь мир должен покупать эти бумаги. В общем, к чему это приводит? Ну, к тому, что, например, какая-то страна, Нигерия, например, да, добывает нефть, понятно, меняет его, отправляет эту нефть, например, Америке. Значит, Америка платит доллары, да, Нигерии, да, а потом Нигерия покупает казначейские бумаги в Америке, то есть доллары опять уходят в Америку. А Нигерия осталась и без нефти, и вместо денег у Нигерии что? Бумажки. Так Америка делает со всеми третьими странами и, в общем-то, живет в долг, устанавливая достаточно невыгодный обмен для третьих стран на все, на металлы, на нефть и так далее. Ну, представляете, да, что такое менять бумажки на реальные товары. А если третьи страны перестанут покупать гособлигации американские, что я сделаю? Какие-то конфликты и так далее, опять деньги богатых людей окажутся где? В Америке. Поэтому, смотрите, по сути, идет традиционный танец между демократами и республиканцами, которые там ссорятся за посты туда-сюда, ну вот эти, кто что займет, мы не можем договориться. Конечно, они договорятся, потому что Байден уже заявил, что, ребят, как бы дефолт — это неприемлемый сценарий, будем договариваться, ну, что всегда Америка делает. Потому что когда речь зайдет о том, что все резко обеднеют и все развалится, как было в Великую депрессию, никто этого не потерпит и так далее. Поэтому злые языки, которые утверждают, что Америке на этот раз кирдык, ну да, в Америке тяжело, но кирдыка не будет. Любой кирдык, который будет в Америке, это будет не кирдык, а коррекция. Кстати, за эту коррекцию заплатит опять, как всегда, весь мир. И смотрите, некоторые говорят, вот у них бюджет, уже половина из бюджета идет на обслуживание госдолга. Ну и что? Ну они же печатают эти фантики. Поэтому это все номинально, понимаете? Вот если бы в России половина бюджета шло бы на обслуживание госдолга, все, кирдык России, и Германии кирдык, и Британии кирдык, и любой стране кирдык. То, что в Америке работает, вот в других странах так работать не будет. Поэтому, например, если Россия возьмет и начнет производить эмиссию, ну, многие призывают, давайте эмиссию там и так далее. Ну, это просто приведет к инфляции и так далее. Дело в том, что Россия не может заставить и принудить никого в мире покупать государственные казначейские бумаги, ну или там ОФЗ, никому они нафиг не нужны. А Америка может. Поэтому перестаньте уже ждать, когда Америка грохнется. Не дождетесь. Дело не в том, когда Америка грохнется, а когда ты станешь сильнее. Поэтому, ребят, давайте думать о себе, строить свою экономику и так далее, заниматься своим домом, своим двором, своей экономической зоной в сотрудничестве с дружественными странами. Тем временем дефицит бюджета России по итогам апреля составил 3,4 триллиона рублей. Это на 850 миллиардов больше, чем Минфин запланировал на целый год. Вот.
По дефициту бюджета 2003 год уже перевыполнен, причем сильно перевыполнен, поэтому а впереди, кстати, еще более тяжелые времена. Итак, одной из причин такого дефицита — доходы нефтегазовые на 52% ниже, чем в прошлом году. Это раз. И второе, как утверждает Михаил Мишустин, в начале года были опережающим темпом профинансированы бюджетные расходы. Так образовался дефицит более 3 триллионов рублей. Что такое 3 триллиона рублей для российского бюджета? Это 2 с небольшим процентом. Это действительно небольшая величина. Слушайте, 2-3% и даже 4% разницы, в общем-то, не имеет. У России достаточно резервов, чтобы это все демпфировать. Я бы так сказал, для России желательно вообще дефицит бюджета 4%, 5% и так далее. России пора давно перестать жить в кубышку, то есть накапливать доходы и размещать их в резервах в других странах, которые потом еще и заблокируют эти резервы. Понятно? России надо жить в дефиците бюджета 2, 3, 4%. Это абсолютно нормально. Просто наше правительство все еще боится жить в таких дефицитах, понимаете? И сейчас идет специальная акция. Они как бы говорят, бюджет будет такой, дефицит такой, все, но на цифры посмотрите. Все идет к тому, что мы переходим все-таки в модель финансирования собственной экономики. Все страны, которые научаются финансировать экономики своих стран за счет покупателей долга, это clever, это умно. А те, кто до сих пор накапливают резервы и покупают американские там бумаги казначейские и так далее, это глупо. Например, представьте себе дефицит бюджета 5 триллионов или 10. Это означает, что мы бы имели на инфраструктурные проекты дополнительные 5 триллионов рублей. Дороги, мосты. Главное, чтобы их не украли, эти деньги, естественно, да? Так вот эти дороги, мосты, инфраструктура, заводы и так далее, это рабочие места, налоги и так далее, понимаете, да? А если бюджет профицитный, понятно, да? Деньги сложили и еще, не дай бог, как дураки их отправили куда-то там, в какую-то страну, где их арестовали, то что? Ни дорог, ни больниц, ни налогов, ни рабочих мест и так далее, только финансирование какой-то чужой экономики, вот и все. Поэтому на наших глазах происходит переход развития экономики России, вынужденный, к сожалению, да, переход, наконец-таки, к финансированию роста. И вот недавно еще появились достаточно интересные новости о том, что в первом квартале этого года экономика России выросла на 4%, годовых. Вообще невероятная новость. Ребят, давайте так подождем, но если это так, это очень интересные сигналы. И они коррелируют с тем, что делает премьер Мишустин. Смотрите, дефицит, специально опережающим темпом финансируется экономика, да, и экономический рост показывает это. Представляете? То есть на самом деле мы с вами находимся вот буквально вот в таком процессе свидетельствования о перезагрузке экономической системы России. Дай нам Бог увидеть экономику России процветающей. При транзите через Россию загадочным образом исчезли товары из Евросоюза на сумму более 1 миллиарда долларов, которые следовали в Армению, Казахстан и Киргизию, пишет Financial Times. Знали бы вы, сколько таких товаров пропадало в 90-е? Да, там не на 1 миллиард долларов, там, наверное, на соточку, да. Financial Times, а они там знатные, конечно, следователи, да, они вот расследовали, причем они как расследуют, смотрите, из анализа открытых данных о международной торговле. То есть они посмотрели какие-то там цифры, в которых никто никогда ничего не может понять, и сказали, вот мы из них увидели, что на 1 миллиард долларов пропали товары. Я вам так скажу, невозможно ничего увидеть из открытых источников, да? Но так как сейчас готовится массовая информационная атака на страны, помогающие России вести параллельный импорт, это вот начало этой информационной атаки. Начало давления на Казахстан, Киргизию, кого тут еще, Армению и так далее, для того, чтобы те поняли, что если они не встрепенутся и не станут чинить препоны для параллельного импорта, то что будет? То на них начнут оказывать политическое давление, экономические санкции и так далее. В общем, смотрите, как это работает. Параллельный импорт — это когда что-то завозится, например, в Казахстан, а потом оттуда привозится в Россию. На самом деле логистически схема выглядит следующим образом. Что-то везется, например, из Евросоюза через Россию в Казахстан, но по пути
значит, прохождение через Россию, оно в Казахстан уже не идет, а просто из Казахстана приходят документы, что якобы эта штука была в Казахстане и обратно вернулась, значит, в Россию тогда. Хвала российским предпринимателям, которые находят эти лазейки, да, способы, создают их и так далее, обходят эти санкции. И дай бог, дай здравия предпринимателям, которые прямым образом начинают производить товары, продукты и изделия, которые все сложнее завести даже там через всякие хитромудрые вот эти схемы. И вот эти вот все новые санкции, они всегда дают новый импульс. Новый импульс, и опять импульс для вот этой предпринимательской инициативы. Так вот, про импульс. Удивительное совпадение, именно так называется моя топовая программа Impulse Fellowship Program. Это программа предпринимательского дизайна жизни, которую ты можешь пройти вместе со мной, Оскаром Хартманом. Мы на 3 дня отправляемся в удивительные места, где проводим 6 специальных сессий по предпринимательскому дизайну твоей жизни. И я хотел бы рассказать, как вы только что съездили в Ливан с Impulse Fellowship Program. В первый день мы посетили удивительный водопад, он проходит через 3 слоя гор. Это день радикального принятия прошлого. Во второй день мы переехали на гору, где внизу в долине были много озер. Эти озера символизировали совершенно новые жизни, и мы проектировали свои новые жизни через вопрос: на что бы ты осмелился, если бы точно знал, что не потерпишь неудачи. В третий день мы проектировали календарь нашей жизни, то есть мы брали отрезочки из этой придуманной во второй день жизни и вставляли их в календарь. И таким образом каждый из участников группы сформировал календарь, состоящий не из одной жизни, которая живет сейчас, да, а как косичку, состоящую из тех придуманной жизней, и многие участники удивлялись: а что, так можно было? По отзывам участникам, люди за эти 4 дня буквально вышли на какие-то свои новые этапы жизни. Программа предусматривает 100 дней в чате с Оскаром Хартманом и Игорем Рыбаковым. Мы наблюдаем за участниками программы и видим, какие удивительные изменения в партнерстве, в семьях. У многих открылись новые идеи в бизнесе. Кто-то вышел из оперативного управления и доверил своим ученикам управление компанией, а сам занялся тем, о чем давно мечтал. В общем, друзья мои, если вам в жизни и вы чувствуете необходим вот этот вот новый импульс, новое дыхание, предпринимательский дизайн жизни, которым я пользуюсь всю жизнь, я и Оскар Хартман с удовольствием поделимся с вами нашими практиками. Ссылка будет здесь под этим видео. Мы ждем тебя. Илон Маск предстал перед всем мировым сообществом как просто великолепный сексист. Итак, он заявил, что уйдет с поста генерального директора Twitter через 6 недель и что новый кандидат уже найден. Помните, как в декабре прошлого года Маск спрашивал, уйти ему с должности генерального директора или не уйти? И тогда 17,5 миллионов людей проголосовали, да, и сказали, 57% сказали, уйди, Илон Маск уже. Маск послушал результаты этого отчета и заявил, цитата: «Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу». И как вы думаете, кого нашел Илон Маск? Он нашел женщину на позицию генерального директора. Сами думаете, сексизм это или нет, после вот этих заявлений, что он найдет достаточно глупого кого-то, да, и нашел женщину. Все феминистки встрепенулись, предъявы пишут, это… Успокойтесь. Феминистки окрашивают все вот этим вот цветом вот ненавистничества, понимаете, вот мужа-ненавистничество это. Я не против феминисток, но я просто иногда, попадая под их излучение ядовитое, меня просто раскалывает на 2 части. Я не могу долго на нем находиться. Это как будто ультрафиолетом. Тебя облучает, все. Рентген, 1000 ампер, все, колбасит все. Поэтому, ребят, давайте, конечно же, это просто человек. И здорово, что займет эту позицию женщина, потому что женщина, наконец, наведет интегральный порядок в этой компании. Женщина, когда берется за работу, весь мир начинает плодоносить, понимаете, плодоносить. Мужчины, они обычно, вот, экспансия там, понимаешь, колонизация, куда-то там, вот, чтобы встал, вот, понимаете, чтобы взлетела ракета, а женщина, вот, все, ухаживает, там все начинает прорастать, поэтому дай бог вот этому новому генеральному директору удачи, и это замечательная женщина, и вообще, когда женщины рулят, то мир окрашивается теплом и светом. Добро пожаловать! Может ли женщина выжить 5 дней в лесу без еды и без воды? А вот и
может. Женщина 5 дней выживала в лесу с помощью вина и конфет. Да, у нее не было воды, хлеба, но у нее были вино и конфет. Короче, подробности. Жительница Австралии ехала, к своей матери в гости, ее автомобиль там увяз в какой-то грязи, в глухой местности, телефон там вообще не ловил, жрать было нечего, все. У нее были в машине вино и конфет. Поэтому через 5 дней эту женщину обнаружили с вертолета, спасатели, да, приземляются, думают, сейчас они ее будут откачивать и так далее, а женщина с таким вот похмельем говорит, а можно ли у вас сигаретку стрельнуть и так далее. Короче, все нормально. Друзья, поэтому если вы куда-то собираетесь далеко, где может не ловить телефон, где вы завязнете в грязи и так далее, возьмите с собой воды, алкоголя не надо брать, воды и конфет. Да, и вас успеют найти спасатели, даже если вы там где-то потеряетесь и на 5 дней там зависнете где-то. Все. Я желаю вам замечательного настроения, замечательно провести выходные с семьей, с друзьями, что-то такое сделать невероятное, удивиться от себя, ну и, конечно же, давайте вместе размножать хорошее. И пусть плохому места просто не останется.